Привет, друзья! В Будапеште Ангела Меркель и Виктор Орбан встретились лицом к лицу, и их разговор оказался куда важнее, чем простая презентация мемуаров. В Германии были зафиксированы сотни несанкционированных полетов дронов над военными базами и энергетическими объектами. Опасность показала себя в полной мере, а система защиты оказалась недостаточно эффективной. Тем временем министр внутренних дел Германии Александр Домбрин представил план, который способен радикально изменить миграционную политику. Ранний доступ к работе и новые центры возвращения, включая беженцев из Украины. На фоне этих последних событий рейтинги партии колебаются, доверие к правительству Фридриха Мерца стремительно падало, а слухи о пенсиях вызвали тревогу у миллионов немцев-пенсионеров. И к этому добавилось еще одно серьезное решение. Евросоюз объявил о подготовке масштабных пошлин против дешевой стали из Китая. Что значит все эти последние новости Германии и Европы, разбираю прямо сейчас. Подписывайтесь на канал, впереди события, которые определяют вторую часть политической недели. Итак, бывший канцлер Германии Ангела Меркель посетила Будапешт, где была принята премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в его официальной резиденции. Цель визита – презентация венгерского перевода ее мемуаров под названием «Свобода». Несмотря на ранее натянутые отношения между Меркель и Орбаном, приему придали торжественный характер. Орбан разместил фотографии со встречи в социальных сетях, подписав их фразой, цитата: «Однажды канцлер, навсегда канцлер». На снимках они вместе наблюдают вид на Дунай с холма Буты, рядом с правительственным зданием. Точная тема их разговора пока официально не раскрывается. Напомню, что одна из ключевых точек конфликта между ними проходила в период миграционного кризиса 2015 года, когда Виктор Орбан ограничивал проход мигрантов, а Меркель заявляла фразу, цитата: «Мы справимся». Тогда их позиции расходились, и позже эта тема стала символом их разногласий. Этот визит показывает, что личная и политическая история между этими людьми все еще имеет большое значение. Мероприятие в Будапеште – это прежде всего культурно-политическое. И это только начало. За последние месяцы число незаконных полетов дронов над Германией резко выросло, и теперь становится ясно, насколько серьезна может быть опасность. Только в первом квартале этого года Федеральное ведомство уголовного расследования зарегистрировало, внимание, свыше 500 подозрительных полетов над объектами военной и критической инфраструктуры Германии. Эти полеты направлены не только над заводами и складами, они направлены на железнодорожные узлы, электросети, базы ВВС и склады топлива. Министр внутренних дел Германии Александр Домбрин уже признал, что существующий план защиты от дронов имеет значительные пробелы. Сейчас обсуждается усиление полномочий полиции и военных для активной борьбы с незаконными летательными аппаратами, в том числе возможность подавлять или даже уничтожать дроны в критических ситуациях. Эксперты обращают внимание, применение таких мер несет свои риски: падение частей дронов в жилых районах, ложное срабатывание или нарушение воздушного пространства. Сейчас обсуждаются технические альтернативы, системы глушения, захват безлопастных устройств и экраны радиопомех. Ключевой вопрос: насколько быстро Германия сможет адаптироваться к новой угрозе. Многое зависит от скоординированной работы ведомств МВД, Бундесвер, федеральной и земельной полиции. И пока что ясно одно: воздушная безопасность стала главным полем сражения между строк. А теперь внимание, дальше события развиваются еще интенсивнее. На миграционном саммите в Мюнхене министр внутренних дел Германии Александр Домбрин ХСС озвучил новую инициативу. Он предлагает, внимание, значительно смягчить запрет на работу для просителей убежища. По его планам, даже те, кто еще находится в процессе рассмотрения их заявлений, должны иметь право приступить к труду уже через 3 месяца. Домбрин также выступил за создание так называемых центров возвращения, объектов, расположенных ближе к странам происхождения мигрантов. В этих центрах люди, чьи заявки отклонены, могли бы размещаться до момента окончательных решений и в некоторых случаях возвращаться туда, откуда они прибыли. Министр подчеркнул, что таким образом можно быстрее выявлять тех, кто действительно желает интегрироваться в общество, и отделить их от тех, кто приезжает в страну исключительно ради социальных выплат. Он отметил, что весь процесс реформ потребует согласования с законами Европейского Союза, особенно в части юридической основы Центра возвращения.
На встрече ожидается участие министра внутренних дел Франции и Италии, а также европейского комиссара по внутренним делам Магнуса Бруннера. Если эта инициатива все-таки будет принята, она может существенно изменить политику Германии в отношении мигрантов. Сочетание более раннего допуска к труду и усиления мер по возвращению может стать новым курсом в управлении миграцией. Следующая тема вызывает серьезное обсуждение. Согласно свежему опросу Политбарометра на телевидении ЦДФ, блок ХДС-ХСС «Объединенный Союз» получил 27% поддержки, опередив партию «Альтернатива для Германии» АДГ, которую поддерживает сейчас 25% опрошенных. Однако в этом выигрыше есть тревожный нюанс. Доверие населения к способности правительства Фридриха Мерца стимулировать экономический рост резко упало. Теперь лишь 46% респондентов верят, что федеральное правительство сможет оживить экономику. А весной, я напомню, таких было 64%. Канцлер Фридрих Мерц оценивается критично. Его личные показатели рейтинга остаются низкими. Среди министерских фигур наиболее популярным остается, как и раньше, министр обороны Борис Писториус с ДПГ. А за ним следует глава МИД Йоханнес Вадефуль, министр труда Бербель Бас и глава фракции СДПГ Ларс Клинбаль. Представители ХДС-ХСС набрали лишь 18% в вопросе по компетенции решения крупных задач, тогда как альтернатива для Германии АДГ указали как наиболее способную к решению важных проблем 15%. Огромное число 47% считают, что ни одна из партий не способна справиться с вызовами в Германии. Аналитики видят в этом смену общественного настроения. Избиратели все меньше верят крупным партиям и становятся чувствительнее к обещаниям о реформе. Правительству придется работать над восстановлением этого доверия, особенно в области экономики, чтобы удержать свои позиции. Но это еще не самый важный момент событий. В Германии распространились слухи о том, что с октября якобы перестанут выплачивать пенсии из-за внедрения новой европейской платежной директивы. Однако немецкая пенсионная страховая система опровергает эти утверждения. Причина слухов – это новый закон об услугах платежей в Европейском Союзе, который требует, чтобы банковское учреждение проверяло соответствие имени получателя и номера IBAN. Но немецкая пенсионная страховая система заявляет, что для пенсионных выплат будет сделан отказной режим, проверка имени по IBAN проверяться не будет. То есть пенсии будут перечисляться как обычно, даже если в имени будет незначительное расхождение. Также пенсионная страховая система предупреждает, существуют ложные сообщения в социальных сетях, что пенсионеры обязаны будут самостоятельно доказывать, что они живы, чтобы получить выплаты. Это неправильная информация. Таким образом, пенсии остаются в безопасности и выплаты не будут остановлены из-за технических нововведений. И здесь начинается самая примечательная часть. Следите внимательно. Европейская комиссия намерена значительно расширить пошлины на импорт стали, чтобы защитить европейскую сталелитейную промышленность от дешевого импорта, прежде всего из Китая. По словам комиссара по промышленной политике Стефана Сежурна, планируется почти вдвое сократить количество стали, ввозимой без пошлин. При превышении этого порога будет применяться ставка пошлины, которая будет заметно выше нынешней. Напомню, раньше это 25%. Комиссия подчеркивает, что эти меры не будут временными, речь идет о долгосрочной защите отрасли. Сежурный заявил, что Евросоюз намерен действовать так же, как это уже сделали Соединенные Штаты и Канада, повысить пошлины, чтобы противодействовать демпинг ценам, которые, по мнению Брюсселя, субсидируются иностранными государствами. Как я сказал, в настоящее время определенное количество стали допускается к ввозу без пошлин, но при превышении этого лимита применяется ставка 25%. В рамках новой политики лимит будет еще снижен, а ставка, соответственно, поднята, возможно, даже до 50%. Теперь план комиссии должен быть поддержан всеми 27 странами-членами Евросоюза. Только после этого новые правила могут вступить в силу. Если коротко, Европа намерена ужесточить торговые барьеры в металлургии, чтобы дать своим производителям шанс выдержать конкуренцию со стороны дешевых импортных поставок. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.